Друзья, всем привет! Я знаю, как вы любите видео про урбанистику, про комфортные города, поэтому сегодня у нас будет видео про политику. Потому что, как вы знаете, без политики никогда не будет у нас ни удобных городов, ни безопасных городов и вообще ничего не будет. Сегодня у меня для вас просто удивительная история про жуликов. Приготовьтесь отлично провести ближайшие 15 минут. У нас будет воровство агитации, подкуп кладовщика. Второй день спецоперации. Загрузили, соответственно, еще одну партию газет. И даже почти эротический контент, когда провластный кандидат донатит деньги на кампанию оппозиции. Друзья, как вы знаете, в это воскресенье во многих регионах России пройдут выборы. Главные из них будут в Москве и Санкт-Петербурге. В Петербурге есть шанс избрать оппозиционных муниципальных депутатов. Я про это еще сделаю отдельное видео попозже. В Москве, как вы знаете, будут выборы в Мосгордуму и есть шанс провести толкового депутата в Московскую городскую думу, который будет представлять ваши интересы. Многие не любят тему выборов, и я их понимаю. Да, политика им кажется таким грязным, неприятным болотом, где ничего нельзя поменять, поэтому люди политики сторонятся. Но сейчас я прошу вас задуматься, как так произошло. Ведь изначально система устроена правильно, да, есть разные ветви власти, есть там исполнительная власть, есть законодательная власть. Разные ветви власти, они должны быть независимые, они, по идее, должны уравновешивать друг друга, защищая общество от ошибок. К примеру, депутаты могут отправить в отставку мэра Москвы, депутаты Мосгордумы, а депутаты Госдумы могут объявить импичмент президенту. Если вдруг он плохо начнет работать. Конечно, власть не заинтересована, чтобы кто-то ее контролировал, мешал принимать нужные законы, тем более мог еще отправить в отставку. Поэтому обычное дело, когда во всех городских парламентах у нас по всей России сидят не самостоятельные депутаты, а сидят обычно лояльные болванчики, которые просто нажимают, как обезьянки, на нужные кнопочки. Во всей этой системе остается одна неприятная для власти процедура, и называется она выборы. Выборы у нас давно ассоциируются с каким-то беспределом, когда неугодных кандидатов просто не регистрируют, под любым предлогом не допускают до выборов. У нужных же кандидатов, как мы знаем, никаких проблем никогда нет. Но сегодня людей дурить уже не так просто. Поэтому, например, в Москве сейчас все кандидаты от мэрии, все провластные кандидаты, все единороссы, они идут как самовыдвиженцы. И многие из них, они пытаются изображать из себя оппозицию. Что вроде, вот смотрите, есть оппозиционные кандидаты разные. Сейчас я бы хотел рассказать вам про 8-й избирательный округ в Москве. Это районы Сокол, аэропорт, Войковский и Коптево. Да. Если кто-то вдруг из ваших знакомых, родственников, друзей там живет, обязательно им это видео потом отправьте. Там внезапно у нас родился, друзья, мы с вами сейчас стали фактически свидетелями рождения нового лидера оппозиции. Никто его не ждал, а он сам пришел, это Вадим Кумин. Он не только лидер оппозиции, который родился буквально на наших глазах. По-моему, он оказался еще и жуликом. Сейчас Максим Кац расскажет вам про этого лидера оппозиции интересные подробности. Вадим Кумин — это такой обычный функционер, и говорят, спонсор КПРФ. Это такой обычный депутат, традиционный совершенно российский политик. Он 5 лет заседал в Государственной Думе в самые те времена, где она принимала самые адские законы. Например, он голосовал за закон Димы Яковлева, который запретил иностранное усыновление из наших детских домов. Или за закон о внесудебной блокировке сайтов, или за закон о нежелательных организациях, по которым сейчас преследует оппозицию. В общем, за все законы власти практически он голосовал точно так же, как и Единая Россия. Кроме того, он поучаствовал очень оппозиционно в выборах мэра Москвы. Так оппозиционно, что вы, наверное, даже не заметили, хотя он занял 2-е место. И в этом-то, в общем-то, и была его задача — сымитировать оппозицию для того, чтобы Собянин мог спокойно победить. За это он получил награду – проходной округ в Московскую городскую думу. В этом округе не поставили кандидата от Единой России и открыли дорожку для прохода лидера оппозиции от КПРФ. Государственные учреждения агитируют за него, он открывает какие-то пешеходные переходы и прочие объекты, про него пишут в районных газетах, им завешены все агитационные стенды в округе. В общем, ему созданы очень тепличные условия. А когда Вадим Кумин уже проделал дырочку в своем дорогом пиджаке, чтобы вставить туда значок депутата Московской городской думы, вдруг выяснилось, что в этом округе зарегистрировали Дарью Беседину. Дарья Беседина — это архитектор, она давно работает с нами в городских проектах. Видимо, ожидалось, что такая какая-то рыжая девочка не сможет такого достойного государственного мужа, и лояльного и все такое победить, и поэтому ее зарегистрировали, никто не ожидал проблем. О том, как у нас попытались красть агитацию,
и не позволить нам вести избирательную кампанию, расскажет наш руководитель отдела фандрайзинга. Всем привет! Я Настя Брюханова, и сейчас я занимаюсь фандрайзингом на компании у Даши Бесединой. У нас на компании случилась одна интересная история, которая отдаленно связана с фандрайзингом, но на самом деле представляет собой, обычное жульничество, с которым сталкиваются оппозиционные кандидаты почти на всех компаниях. Штаб нашего оппонента от власти Вадима Кумина не очень уверен в силах своего кандидата, и поэтому они решили сделать так, чтобы нашу агитацию никто из избирателей не увидел. Делается это обычно банальным воровством, прямо вынимают листовки из почтовых ящиков, но иногда и скупают агитацию. Виктор Катаев, глава Молжениновского района до 2018 года, действующий депутат и помощник Вадима Кумина, не стал далеко ходить и что-то скрывать, и прям с первых минут вербовки нашего водителя выложил все карты на стол. Это настолько прекрасно, просто послушайте. А что вы делаете-то с этими листовками? Интересно. Слушай, это мы лишаем голосов эту даму и получаем от оппонентов за это дивиденды. Борьба сильно идет, я тебе объясню почему. Потому что вот этот вот Навальный, он топит на стороне Бесединой. То есть фактически ты, считай, работаешь, уже нет на врагов Отечества. Потому что в умное голосование Навального попадет Беседина. Чтобы ты понимал, эти люди никто. У них вся администрация в правом Мэриленд и так далее, все это на нашей стороне. Никто, если я сейчас это все заберу, никто не будет никого искать, ничего делать. Лишаем голосов, получаем дивиденды. Управа и мэрия на нашей стороне. Это такая откровенность, которой позавидует любой журналист. Люди, которые сейчас находятся во власти и ее обслуживают, такие как Вадим Кумин, этот вот Виктор, они вообще-то не понимают, что политикой можно заниматься не только для набивания своих карманов. Поэтому они даже предположить не могут, что им может встретиться какой-то идейный сторонник, такой как наш водитель, который, разумеется, тут же все рассказал штабу. И чтобы вы увидели, как работают эти жулики, водитель продолжил общение и предложил купить первую пробную пачку агитации. И самый прикол в чем? Ты понимаешь, это человек, который идет от оппонентов, Кумин. Кумин, его оппонент, основной Кумин, на кого я работаю. Он баллотировался в мэр, то есть он согласованный кандидат, он должен пройти. Две пачки сюда влезет? Это мой самый любимый момент. Бывший глава Московского района, муниципальный депутат, вообще-то публичное лицо, идет лично скупать, по сути воровать, какие-то листовки у оппозиционного кандидата. При этом он даже не скрывает, что Кумин — это согласованный кандидат от мэрии, и при этом не боится, что его могут опознать, и все это позорище выйдет наружу. После получения первой пачки аппетиты у Виктора разыгрались, мы на это и рассчитывали. И чтобы их утолить, мы создали фейкового кладовщика Васю. Его сыграл наш хороший сторонник. Это директор крупной организации, которому на время пришлось оставить свой MacBook, iPhone дома, переодеться, замаскироваться под простого парня. И дальше Вася вел контакты с этим Виктором сам. Что от меня требуется, не знаю, или что за дело такое вообще? То, что у вас там стоит. Уж поверь, никто уж точно нас искать не будет. Это значит, ты в выборах разбираешься, понимаешь, что здесь мы от власти. Угу. Эти люди не от власти. То есть никто даже разбираться ничего не будет. Сколько получается? Сколько отгрузить? 3000. Да, 3000 на 6 умножаем, сколько получается? Это только 18 тысяч получается. Да, 18 тысяч. Как прекрасно Виктор успокаивает кладовщика Васю. Беседина не кандидат от власти, это я работаю на кандидата от власти. Беспокоиться тебе, Вася, не о чем. Вася тоже договаривается о пробной закупке. Заботливый Виктор сам заказывает пропуски нашим водителям и опять лично выходит встречать первые тиражи газет. День добрый, я от Василия. Я вам пропуск заказал бы, если бы привезли бы, разгрузили бы. Да, хорошо, да, скоро подъедем. Луканское шоссе, 1 строение 1. Сейчас можете единственное мне марку машин скинуть? Марку машины могу по телефону сказать. Или прям скинуть. Hyundai Solaris. Вы только послушайте, как он радуется первым 26 тысячам газет. Сейчас мы этих заберем, мы, получается, забрали в общей сложности сколько? 26, да? Примерно, да. Да.
Уже задача уже выполнена. Ну и деньги отправлять нашему Васе тоже не забывает. Тут вы можете решить, что мы тут с ума все посходили, зачем-то продаем жуликам наши собственные газеты, вместо того, чтобы агитировать. Но это, конечно, не так. Дело в том, что именно в этот момент к нам пришел бракованный тираж. Вообще-то это неприятность для штаба, 100 тысяч газет, которые нельзя просто так выкинуть, их нужно сжечь, не загрязняя природу. Но мы задумались. Если Виктору так нужны наши агитматериалы, может, ему и эти бракованные газеты пригодятся? И не прогадали. Виктор с радостью скупал весь тираж машины за машиной. Ненадолго нам пришлось создать даже фейковый отдел почты. Наши сторонники, ребята, которые работают в штабе, играли продавшихся водителей и почтальонов и отвозили газеты в штаб Кумина. Естественно, все деньги, которые мы выручили с этого, пошли на избирательный счет. Загружаем бракованные листовочки. Сейчас повезем их в штаб Кумина. Вот, бракованный тираж с разводами, полосами. Раз, полоска. 2 полоски, 3 полоски. Здесь 5000. Вот, и здесь 10 тысяч газет. Понимаете, это даже не просто какой-то чел. Это действующий депутат, активный функционер партии КПРФ. Он открыто заявляет, что пакостит оппозиции, тратит, немаленькие деньги на скупку газет у Даши. Когда мы устроили показательную проверку на складе, и ему позвонил наш встревоженный кладовщик Вася, он даже не постеснялся говорить, что он депутат, и при этом прикрывался полицией. Да, короче, ситуация такая. Сейчас приезжал какой-то депутат с нашим начальником логистики. Я просто к чему? Они, короче, прям, полиция как бы угрожали, знаешь, то есть, типа, если они там что-то не досчитаются. Какой-то депутат больной. Слушай, вот этот муниципальный депутат, который ходит, это чмо. Я такой же муниципальный депутат, как и он, и ничего он не сделает. Это просто обычная угроза, блеф, вообще не ведись. Ты ничего ни с кем договор не заключал, не это, просто под лоха прикидываешься, типа. Слушай, я просто вспомнил то, что ты говорил, что с МВД что-то согласовал, то есть ты, получается, как депутат, то есть, типа, с ними обсудил, да, то есть, чтобы, как бы, проблем не было никаких. Да, естественно, все решено, все. Слушай, я просто что парюсь, как бы, вот этот депутат, который вот сегодня приезжал, он как считается, как оппозиция или как, я не знаю, как оппозиция, как чмо, он никто. То есть, если что, они там полицию не вызовут, да, то есть, такое, как бы... Даже если вызовут, слушай, мы точно же им позвоним, скажем, не трогайте. В то время, когда мы ведем честную кампанию, пробиваемся через эти огромные подписные барьеры, собираем небольшими пожертвованиями огромные бюджеты, чтобы хоть как-то иметь возможность победить этих жуликов, сами жулики мелко пакостничают и пытаются украсть тиражи газет, чтобы, не дай бог, избиратели не смогли ничего узнать про Дашу. При этом сами силами сотрудников управ, дворников и жилищника завесили весь округ дорогой агитации самого провластного Кумина, который при этом почему-то называет себя лидером оппозиции. Ну что, друзья, вот такая вот, я не побоюсь этого слова, умопомрачительная история про выборы. Я когда увидел все эти записи, когда мне Максим и ребята, кто в штабе работают, про это рассказали, я вообще не мог поверить. Чувствую, на дворе 2019 год, и такие вот вещи происходят. Обычно про это никто не говорит, мы для вас это засняли, мы показали вам, как это работает. Я надеюсь, вы поддержите на этих выборах Дашу Беседину. Сейчас это можно сделать деньгами. Очень нужны деньги на агитацию, на нормальную агитацию, чтобы донести до жителей то, что происходит. И очень важно, если кто-то из ваших друзей, родственников живет в 8 округе, еще раз, это Сокол, Аэропорт, Войковский и Коптево. Если кто-то из ваших друзей или родственников, знакомых там живет, пожалуйста, отправьте им это видео, отправьте им ссылочку на сайт Даши Бесединой, ссылочка будет в описании, и попросите в воскресенье обязательно прийти на выборы и проголосовать. Всем пока! Жулик, не воруй! Ужас! Спасибо, что помогли нам остановить жулика.